Здравствуйте, мои друзья! Я очень рада, что вы заглянули ко мне на кухню. Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный морковный пирог-торт. И будет он с лимонным кремом. Готовится проще простого. А если вы впервые у меня в гостях оставаетесь, вы увидите, что это действительно очень просто. Для крема нам нужно прежде всего отвесить сметану. Сметана у меня 400 грамм 15% жирности. Сито я выстелила тканью и пусть стекает в сыворотка, чтобы крем был густым. 200 грамм моркови натираем на мелкой терке. В мисочку я выложила 3 яйца, 10 грамм ванильного сахара, щепотку соли и 160 грамм просто сахара. И нам нужно взбить все, чтобы масса посветлела и увеличилась в 2-3 раза в объеме. Когда вы увидите след от венчика миксера виден, то значит наша масса готова. Туда же мы выкладываем нашу натертую морковь и все перемешиваем до однородности. Муки у меня 130 грамм, к ней мы добавляем 5 грамм, это чайная ложка разрыхлителя, и все просеиваем в нашу взбитую массу. Перемешиваем ложкой, тесто получается достаточно жидкое, как на оладье. Форма у меня 22 сантиметра диаметром, и дно и бока я выстелила пекарской бумагой. Выложили тесто, сделали вот такие круговые движения, чтобы наш бисквит был ровный. Духовка заранее разогрета на 180 градусов, режим вверх-вниз. Пекла я в своей духовке бисквит. 50 минут проверяем бисквит, готовность его на сухую зубочистку. 10 минут у меня постоял бисквит в форме, после чего я убрала форму, убрала пекарскую бумагу. И пусть на решетке остывает бисквит наш до комнатной температуры. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. Лимон я заранее на ночь положила в морозильник. Я это сделала для того, чтобы он не горчил в креме. Утром я его достала, он у меня разморозился, и сейчас я его нарезаю вместе с кожурой вот на такие кусочки, удаляю косточки и измельчаю при помощи блендера. Можно его измельчить при помощи мясорубки. Бисквит у меня получился достаточно высокий, он остыл, и мне удалось его разрезать на 3 части. Посмотрите, какой он в разрезе красивый, какого он красивого солнечного цвета. Посмотрите, вы видите, сметана наша стекла, сыворотка стекла, сметана получилась густая. К ней мы добавляем 3 столовые ложки с горкой сахарной пудры. Туда же мы добавляем измельченный лимон и просто венчиком все перемешиваем. Убираем крем в кондитерский пакет. Блюдо я выстелила полосками пекарской бумаги, чтобы при сборке торта оно оставалось у нас чистым. И начинаем собирать наш торт. Я это делаю при помощи кулинарного пакета. Мне так удобно, чтобы слои были ровные. Вы же можете крем выкладывать просто ложкой и размазывать. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк. Это поможет продвижению видео, его увидит большее количество зрителей. И верх, и бока я тоже промазываю кремом. Как видите, крем у нас достаточно густой. Как хорошо все-таки, что мы отвесили сметану. Крем не течет, с ним удобно работать. Также я решила украсить бока и верх пирога измельченными фисташками. Это дает такую зеленую нотку. Еще я нарезала на тоненькие полосочки курагу и сделала такие вот в виде листиков. Такого морковного оттенка у нас, намек на морковь получается. Торту надо обязательно постоять в холодильнике, пропитаться несколько часов. Посмотрите, я сейчас убираю бумагу, и вы видите, блюдо остается чистым. У меня торт стоял всю ночь в холодильнике. Он пропитался, сейчас мы его будем разрезать и пробовать. Режется он прекрасно, он такой мягкий. А посмотрите, какой красивый разрез, какие ровные слои сметаны и бисквита. Пробуем. Друзья мои, я хочу вам сказать, что это очень вкусно, это очень нежно. Он совсем не похож на морковный торт, это настоящий лимонник. При всей своей простоте этот морковный торт получается очень нежным и изысканным. Приготовьте, а мне будут интересны ваши комментарии. И я всегда рада вам у себя на кухне. Мира вам, радости и добра.